Всем добрый день. Друзья мои, последнее время очень много, особенно последние годы, очень много выискалось пустых существ, которые издают книги, которые учат, как нужно колдовать. Хотя это они называют белой магией и прочей ерундой. Как нужно какие-то проводить ритуалы, чтобы у вас было благополучие. Они как бы предлагают рецепт счастья, панацею от всех бед и прочее. Так ли это на самом деле и чего стоит остерегаться? Я уже 100 раз говорила, что люди, которые приходят в ремесло, в магию ради денег, ради наживы, ради того, чтобы разбогатеть, а у них это и получается, собственно говоря. Знаете почему? Потому что когда человек действительно реально работает, делает очень трудные вещи, то, естественно, тратит много сил, много энергии, и у него не получается как бы для себя, особо что-либо делать. Он, естественно, тратит жизненную свою силу, и со временем может и болеть, может и перенять чужие болезни на себя. Всякое может случиться. Я сейчас исправлю камеру, чтобы было красиво видно. Да. И сколько приходит финансов, столько отдаешь обратно энергии, силы, и точно так же финансовыми расходами, поскольку мы тоже откупаемся. И настоящие, я вам 100 раз говорила, они жиру не бесятся, они не миллиардеры. Да, они живут не бедно, потому что каждый работоспособный человек, каждый трудоголик, каждый человек силы способен вызывать к себе деньги и подниматься. Но я говорила вам о том, что иногда бывает настолько устаешь, что даже зная, что ты что-либо проведешь и у тебя будут деньги, тебе просто не хочется этого делать. Ты просто хочешь отключиться от всех людей, чуть ли не убежать куда-нибудь, отдохнуть от всего этого. Потому что это очень трудоемкая работа, это очень тяжелый труд. И люди, которые есть в этой сфере, которые действительно реальные люди, практики, они меня поймут. Те, которые ноль, и клоуны ряженые, они, конечно, может, и не поймут. Они хорошие коммерсанты, они ловят минуту, они ловят момент, они пытаются продвинуть свой товар, скажем так, но это не имеет ничего общего ни с магией, ни с силой. Я хочу вас предупредить, потому что очень многое, что выдается за ритуалы, за помощь, за прочее, может просто-напросто навредить вам. Давайте пройдемся по всему этому, и по фэншую, и по прочим инородным вещам, которые на самом деле вместо помощи могут тянуть с нас силы. Во-первых, я недавно смотрела такой смешной ритуал, денежная мандала. Там разложены по всему столу эти доллары и рубли, вот эти фальшивые, не фальшивые, они игрушечные, которыми делается мандала, вешается, и все там хорошо. Я вам 100 раз говорила, что энергия есть только в натуральных вещах. В натуральных деньгах, натуральных камнях, натуральном металле и прочее. Нету никакой живой энергии в бумажных денежках, которые дети играются там друг другу, разменивают, отдают. И чтобы вот этими деньгами можно было бы вызвать к себе денежную силу, это смешно. Вы вызовете к себе не деньги, вы вызовете безденежье, вызовете нищету. Потому что, во-первых, вы обижаете эти силы, предлагая им какие-то фальшивки. Во-вторых, минимум, что у вас может случиться, это ничего не получится. Если кто-либо хочет делать денежную мандалу, он должен действительно разменять доллары, причем в номинанте 100, то есть чтобы были 100-долларовые купюры, и делать из них такую большую денежную мандалу. Но, честно говоря, денежная мандала, фэншуйские какие-то штучки, эти висячие на красной нитке деньги, монеты и прочее. Кстати говоря, почему они вот такие дырявые монеты, я вам объясню. В Китае для того, чтобы было удобно хранить деньги, дырявили
и надевали, значит, на веревку. Вот так носили. Потом пришла такая мода именно чеканить дырявые деньги. Но дырявые деньги, дорогие друзья, они как приходят, так уходят. То есть дырка в деньгах, в кошельке – это символ того, что все это уходит, утекает. Если у китайцев это хороший знак, то для нас это нехорошо. Знаете, говорят, что русскому удовольствию, немцу смерти, да? Не нужно перенимать все чужое, считая, что оно вам принесет счастье и удачу. Почему? Потому что энергии у вас разные. У нас энергии, у китайцев, у японцев разные. Поэтому, если вы думаете, что фэншуй, либо какое-то передвижение предметов там с юга на запад вам принесут какое-то большое денежное удовольствие, я боюсь вас разочаровать. Это не так. Единственное, что может поправить ваши финансовое состояние, я уже вам советовала и говорила, если вы чувствуете, что у вас все закрыто, вам нужно от этого избавляться. Этому может быть очень много причин. Избавляться, а после делать то, что вам говорит профессиональный человек, который в этом понимает. Вот провести вот подобные ритуалы и постепенно вылезти из этого состояния. Это можно сделать. Но когда вам предлагают абсурдные ритуалы, какие-то, кстати говоря, еще татуировки, которые приносят якобы деньги. Вы знаете, что иногда вы делаете, то есть изображаете на плечах, на спине, на руках, где угодно, да, скажем, знаки агрессивных демонов. И вместо денег вы можете получить очень много нехорошего. Многие, которые с помощью татуировки пытались что-то там изменить в своей жизни, поняли, что все пошло в худшую сторону, а не наоборот, как ожидалось. Следующий момент. Работают ли вот с картами вообще денежные какие-то манипуляции? С картами вызывать деньги, силу или какие-то желания может только практик. Потому что у практика с картами сложенная работа, и наша энергия совпадает, энергии карт. Энергия карт очень капризна. Когда вам предлагают картами манипуляцию, учтите, что карты, они могут как и сюда, так и туда повернуть. Карты могут проиграть все ваше имущество. Помните, я вам говорила про домового, который выставили якобы. Ну, я так поняла, что после того, как я сказала, что ведьма распускает волосы, так я сказала, распускает волосы не постоянно, а во время ритуала. Распустили волосы, хотя эти волосы, что нужно немножко как бы привести в норму, никто не подумал, но это ладно, их проблемы. Теперь решили снять на камеру такой, знаете, я смотрю, ну просто вот уровень, ну ниже некуда, просто уровень детсадовская, ну как можно это вообще выставить, и что это кому-то что-то принесет. Причем опять мои слова, от 3 до 9 раз читайте, от 3 до 7 раз читайте. Неужели у вас своего нет? Все надо красть? Вот теперь вот глядя на все это, я понимаю, что действительно вот воровки. Просто, вот по-другому не скажу. Ну ладно, это смешно, они сами себя позорят. Это тоже мне на руку, если честно. Потому что сравнивать мои работы и вот эту чушь собачью, это сразу понятно, где работа, а где хрень. Это ладно, проехали. Но, значит, домовому даем карты, он там будет собирать нам весь год много хорошего. Вы знаете, судите по тому, может ли что-либо человек по его виду. Когда человек говорит, что можно вызвать денежную силу, что можно разбогатеть, можно подняться, посмотрите на этого человека. Сам он похож на, хорошо живущего человека. Есть ли у него то, что можно как бы назвать, скажем, обеспеченной жизнью, да? Если человек в бусинках там пластмассовых уже год-полтора вам говорит о том, что вот ритуалы там в моих книгах могут принести вам удачу и благо, посмотрите на внешний вид этого человека. Если человек за 1,5 года от бусинок дальше не пошел, это говорит о том, что его магия не то, что вам не помогает, ей самой не помогает, да? Значит, дальше.
Чем больше искусственного сверкания, страз, там, феншуйских штучек и прочие вот такой билиберды примитивной, да, тем больше говорит о том, что у человека ничего нет. Двумя-тремя словами вызвать рождение ребенка тухлым яйцом, вы знаете, это смешно. Это можно также вот кинуть там копейки на пол, сказать, как копейки лежат, так пусть мои деньги где-то лежат в банках Швейцарии. И сразу у вас в Швейцарии откроется счет по волшебству, и будут туда стекаться миллионы. Это не так легко и просто. Во-первых, чтобы родить ребенка, миллионы есть причин, по которым это не случается. То закрывают это женщине, то у нее может быть проблемы, то, может быть, судьба не дает ребенка, чтобы они разошлись, потому что они не подходят друг другу, чтобы у каждого из них был шанс и прочее, прочее. Тысячи. И вот так вот тухлым яйцом вызвать дитя. Ну ладно, проехали. Но меня насторожил еще один великий ритуал. Во-первых, никогда никакими платками женихов не вызывают. Это раз. Платками вызывают горе в дом врага. Стелили платок. Я же говорю, это все переделано румынской порчи. Но зачем их выдавать за ритуалы удачи? Зачем людей губить? Я просто удивляюсь. Первые товарищи, платок, шарф или что-либо другое говорит о горе. Стелили платок перед домом врага и говорили, чтобы тебе вечно ходить в платке, закрытым и прочее, были такие слова. Не буду дальше повторять. Пятак ложит куда? На глаза мертвеца. Если вы такой ритуал проведете, вы не жениха себе призовете. Кстати, на днях как-то я написала, что я как-то выложу, как вызвать суженого или мужчину в свою жизнь. Тут же подхватили и сделали ритуал великий. Значит, пятаком можно вызвать мертвеца. Пятаком вызывали мертвеца в дом человека. Брали пятак, заговаривали. Если этот пятак был с глаз мертвеца, еще хлеще, но можно было бы и без этого обойтись, поскольку пятак ложит на глаза мертвого человека. И говорили, что этим пятаком, как закрывают глаза мертвому, так я этих мертвых вызываю в дом такого-то, такого-то. Подкидывали этот пятак, и всю ночь там была ходьба, ходили кто-то. Жизнь в этом доме становилась невыносимой, люди уходили. Хотите еще одну самопорчу? Пожалуйста, я вас поздравляю. Можете вызвать себе без проблем эту порчу, конечно, на свою голову. Остерегайтесь вещей, которые вы не знаете, которые выдаются за настоящие. Смотрите на личность человека, посмотрите на уровень человека. Изучите, прежде чем взяться за любые ритуалы, которые вам предлагают какие-то чудодейственными и прочими, потому что это все чушь собачья. Место хорошего, оно может забрать все, что у вас есть. Я уже сказала, что кое-кто картами уже баловался на Новый год. И сразу после Нового года огромные убытки. У них там полетела канализация, у них такое началось. То есть вот домовой проигрывает их имущество, что вы удивляетесь. И как этого домового потом задобрить, как у него отобрать эти карты, выкинуть, сжечь, и умолять, и просить, и дать новые игрушки, чтобы он забыл, не обиделся, не разозлился, я не могу вам сказать. Нет, ну можно это сделать, но это нелегко и непросто. И простому человеку точно нелегко. Почему вы дальше себе делаете самопорчи? Вам что, недостаточно лежания в земле? Что после этого у вас здоровье пошатнулось? Вам этого недостаточно? Вы радостно бежите пятаком вызвать мертвеца в ваш дом? Так вы всю жизнь останетесь одна. Вы вызовете жениха с потустороннего мира себе, дорогие люди. Ну, поумните уже, в конце концов. То есть мозги включите. Это все бутафорская магия. Там нету ничего настоящего. Нарисованные руны на тетрадном листке, намазанные своими нечистотами, показывают как великий ритуал. Руны не так делают. Кто работает с рунами, те прекрасно знают. Даже люди, которые просто делают руны, то есть изготавливают, они знают, что там нужны природные материалы. Камень, либо дощечка, либо кожа, на котором природным материалом, ну, например, там, или их там выковыривают эту руну, то есть определенными инструментами его там изготавливают, да, рисуют, либо
берут природный материал, это уголь, это карандаш. Тоже не всякий карандаш школьный подходит к этому делу. Если мне нужно что-либо было от рун, я их рисовала на камне. Если я делала вот этим маркером, то он изготовлен, это специальный маркер, который изготовлен из природного материала. Он изготовлен из цветочного, там, как он называется, краски цветочной. И я чертила это на фотографии, если помните, руны, да. Только таким образом с рунами вообще надо быть осторожнее. То выдают всем подряд руны черти, это сделай, то делай. Но вы не имеете права туда лезть вообще без посвящения, без знаний, без ничего. Бутафорской магией можно назвать и, знаете, всякие цвета, которые там, если у вас такого цвета, скажем, шторы, то у вас благополучие. Если такой цвет, не надо настолько зацикливаться на всем этом. Нам, ведьмам, например, никакая примета ничего не может поменять. Человеку простому – да. Я про приметы обещала снять, как-нибудь сниму ролик, выставлю. Пока что я хочу просто вас предупредить и предостеречь, что все, что вам пишут и говорят, на веру принимать и делать не стоит. Просмотрите в интернете, пробейте эти ритуалы, посмотрите, есть ли похожие, что это такое на самом деле. Я вам еще раз говорю, последние дни я вижу просто переделанные порчи, которые выдаются за ритуал. Яйцом тухлым вызывали бесплодие, яйцом тухлым вызывали выкидыш. Понимаете? Но никак не ребенка. Я первый раз это вижу, вообще слышу. Потому что яйцо там тухлеет. Кинутое яйцо тухлеет. Вы кинули яйцо, сказали, что у вас будет ребенок, и ушли. А яйцо там тухлеет. А значит, у вас начнутся женские проблемы, значит, у вас может начаться рак матки, все что угодно. Думайте головой, прежде чем браться за любую ерунду, которая выдается якобы за ритуал удачи и прочее. Мало ли что назло и в отместку мне будут снимать. Вообще назло кому-либо что-либо делать, это последнее дело. Это жалкие люди на это способны. Потому что нужно делать не назло, а потому что я хочу, потому что я так думаю, потому что это моя мысль, потому что мне есть что сказать людям. Не назло, понимаете? Если я назло буду делать, то я не знаю. Назло, слово зло, знаете? Зло, на зло и приносит зло, хорошего там не приносится. Это раз. Значит, еще раз перечисляю. Все ритуалы с искусственными деньгами, с искусственными камнями, стразами, все ритуалы с картами, все ритуалы с пятаками, с платками, с стеленным платком или прочее, это все на самом деле самопорча. Потому что вместо денег оно приносит разорение. Я не знаю ни одного человека, который денежную мандалу сделал, там повесил себе или купил, и у него пошло все хорошо. Чем больше люди увлекаются всем этим, тем больше у них все портится. А они упорно опять идут вперед, опять это все делают, потому что у них есть какая-то надежда, все-таки все будет хорошо. Еще раз вам говорю, человек, который вам говорит, вам выдают какие-то ритуалы богатства, он сам должен неплохо жить. Если вы видите, что этого человека, кроме бижутерии, больше ничего нет, но навряд ли этот человек сам способен. Я 100 раз сказала, ведьмы носят натуральные камни. Может быть, после того, как я сказала, что надо волосы распустить, распустили. Может быть, после того, как я начала снимать на камеру, сняли. Теперь уже перейдут на натуральные камни, потому что я так сказала. Я уже думаю, что их разум принадлежит мне. Как я говорю, так они и делают, только делают по-другому. Примитивно и смешно. По-детсадовски делают. Ну да ладно. Но мой долг моих подписчиков предупредить. Дорогие люди, не потому что мне жалко или мне неприятно, что вы там это все сделаете, а потому что это опасно. Это очень опасно, потому что вы занесете себе безденежье. Делается все натурально, натуральными вещами. Бутафорская магия абсолютно тут вообще никакой роли. Из картонов сделаны, из каких-то там бумажных или там папье-маше и прочее. Это все не настоящее. Те же самые сущности и суши в каких-то книгах, они все не настоящие. Это нарисованные фломастерами, я не знаю, нарисованные чернилами штучки. А для того, чтобы работали
как бы это представлять, что это одно и то же. Какая разница там статуэтка? Ну, вообще никакой разницы, точно. В одной книге запихали разные силы, да, там закрыли, запечатали и пользуйтесь. Это все рабочие, это все суши, которые вас слушают. Во-первых, суши, это очень некрасиво звучит, это не японская кухня, это сущности, это боги. Вообще так, да, по-хорошему. Во-первых. Во-вторых, они создаются мастерами. Вот как иконы писали мастера, только которые были благословлены на это дело. То есть я тоже могу написать икону, это не означало, что мою икону повесят там в храме Христа Спасителя. Определенный человек, который писал иконы, писал, не рисовал, еще раз говорю. Это писать называется, если что, чтобы люди знали, некоторые, которые часто говорят, рисовать, писать. Пишут полотна, иконы, пишут их. Так вот, те люди, которые писали их, да, они были благословлены. И люди, которые создают изображения богов, люди, которые создают изображения, они должны быть благословлены. Есть, конечно, работа мастеров, есть работа просто общее производство, но которое я сама, скажем так, усиливаю. Но человек простой, который это купил, для него это уже ни туда, ни сюда. Если простой человек купил обычно для декора какие-то статуи, это нормально. Если человек купил для декора статуи, которые должны быть на алтаре, это принесет ему вред, потому что эти статуи тянут очень много силы. Очень много, вы даже не представляете себе сколько. А вот взять и, знаете, типографии, распечатать их, да, как на заводе этих сущностей, так по-быстрому распечатать, запихнуть книгу, закрыть, сказать, что это одно и то же, и работает одинаково, ну, извините, это смешно. Это смешно. Для меня лично это смешно. Я не знаю, какие там дураки с этими сущностями решили работать и подумали, что они там помогают. Ну, пускай дальше идут. Но мой долг вас предупредить. Если вы видите какой-либо ритуал, пожалуйста, задайте мне вопрос, что это такое. Я в последнее время очень много вижу переделанных порч, которые или это специально делается для того, чтобы испоганить вам жизнь, потому что у меня других объяснений нет, или это делается по незнанию, по тупости своей, желая выглядеть умной, лучше всех и так далее. Но, во-первых, это позорит, это опускает еще ниже, потому что когда ты копируешь людей, сразу же, понимаете, я же вам сказала, что коммерсанты, они продвигают свой товар. Вот. Там делают, и я сделаю. Да? Там купили такую рубашку, хорошо продали, я тоже куплю. Но это не коммерция, это магия. В магии, когда ты специально назло кому-то делаешь, ты позоришься, и больше никак. Потому что нужно иметь уровень того человека, которого ты пытаешься копировать, якобы. Правда? Так вот, прежде чем такие вещи делать, я вас очень попрошу, обязательно спросите у меня, люди, которые хотят действительно реально что-то, чего-то добиться. И всегда запомните, человек, который говорит о том, что это приносит деньги и богатство, сам неплохо живет. Вот. И сам знает законы богатства, когда он вам пропагандирует. И сам никогда не будет в пластмассовых бусах говорить вам о бриллиантах. Никогда. Поняли намек? Так вот, друзья мои, это все может привести к самопорчам. И не только вот эти тупости, выданные за ритуал, а еще, я вам сказала, эти все бумажные деньги, эти все манипуляции с картами, они не могут у вас вызвать ничего. У людей силой и палка стреляет. Это другой вопрос. Не сравнивайте, ребята, пожалуйста. Мне 36 лет. Я начала практически вот этим всем заниматься, себя помню, заниматься этим, не профессионально, а вот уже начало пути с 13 лет. Когда я начала что-то там, какие-то заговоры себе писать, какие-то травы сушить и прочее. Я даже один раз попробовала эти водяные травы, посадила, они выросли, на удивление всем, потому что водяные травы, никак не... Они выросли, я там пыталась скрещивать этих разных насекомых, чем я только не занималась, это вообще ужас какой. Но я познавала мир, мне было интересно. То есть я с 13 лет пытаюсь понять язык животных, язык природы, растений. Мне сейчас 36 лет. Наверное, у меня есть определенный опыт, чтобы вам подсказать. Понимаете? И люди, которые у меня в подписках, это не раскрученные, не накрученные. Это настоящие люди, личности, которые смотрят, которые
пришли, а сколько их не подписанных, я уже говорила, что к ведьмам не особо хотят показать свою дружбу, да, с ведьмами, но в любом случае. Просто послушайте умного человека, не наносите сами себе вред этой всей фигней, которого полно. Вот просто кишат эти сайты всеми ритуалами и прочим. И не все оно полезно. Прежде чем что-то сделать, ну где-нибудь прогуглите, посмотрите. Слышали, говорят, Сталин как Google, да, я ему слово, он мне ссылку. Так вот, Google вам даст ссылку, куда следует, чтобы хотя бы посмотреть, есть такой ритуал, или это вообще порча, или наоборот хорошо. Сравните, прежде чем хвататься за все, что вам говорят. Пожалуйста. Всем удачи.